Лекция номер 1. Введение в методы оптимизации. На данном слайде представлено краткое содержание сегодняшней лекции. Начнем мы нашу лекцию с вопроса о том, что такое оптимизация. Представим математическую постановку задач оптимизации, классификацию задач оптимизации. Обсудим основные этапы формализации и решения задач оптимизации. Приведем некоторые примеры и в конце лекции кратко затронем историю развития методов оптимизации. Литература. На данном слайде представлены несколько книг по методам оптимизации, изучение и чтение которых позволит сформировать у вас цельную картину о задачах, которые позволяют решать методы оптимизации. Кроме книг, представлены документации по библиотекам двух пакетов или языков программирования, это Scilab и Python. Неспроста начал рассказывать сначала про книги, а только потом про возможности и возможность применения современных пакетов прикладных программ. На первый взгляд, любую задачу оптимизации можно взять, вбить в какой-то пакет и получить какое-то решение. Но главный вопрос заключается в том, а что именно мы получим на выходе, то есть в качестве результата, и насколько можем доверять данному результату. Для того, чтобы понимать все это дело, нужно сначала изучить теорию и понять, какой метод лучше использовать для какой-либо задачи. Вот. Также вы должны знать, как проверить результат, правильный он, неправильный, или как понять, что происходит с задачей, если, допустим, алгоритм выдал, что задача там неограниченная. Вот, и так далее. Поэтому сначала нужно изучить теорию, а потом уже только обдуманно решать данные задачи с использованием каких-то пакетов. Что же такое оптимизация? На данном слайде представлены несколько определений. Эти определения взяты в различных источниках. И если на них посмотреть, то становится ясно, что понятие метода оптимизации, теория оптимизации, теория экстремальных задач и математическое программирование являются, вообще говоря, синонимами. Оптимизация как раздел математики существует довольно давно. Под оптимизацией мы прежде всего понимаем выбор. То есть то, с чем нам приходится заниматься в повседневной жизни. Под термином оптимизации в литературе часто обозначают какой-то процесс или последовательность операций, которые позволяют получить какое-то уточненное решение. Именно уточненное, а не оптимальное. Конечно, в конечной целью оптимизации является отыскание наилучшего или оптимального решения в каком-то смысле. Но, к сожалению, на практике часто приходится довольствоваться только некоторым улучшением задачи, а не доведением до совершенства. Именно поэтому под оптимизацией мы будем с вами понимать стремление к совершенству, которое, возможно, к сожалению, нам не получится достичь. Вот. Почему это мы не можем достичь? Ну, например, задача не имеет точного решения. Да? То есть, если мы решаем задачу с вами с использованием компьютеров, то мы часто не сможем просто из-за точности найти именно оптимальное решение. То есть мы можем находить каждый раз точку, которая, ну вот там максимально близко, но не является решением. Также некоторые задачи, для некоторых задач просто не изобретены методы, какие-то решения, которыми это можно решить. И так далее. То есть примеры в ходе курса мы дальше об этом подробно поговорим. Как возникает необходимость решения? Оптимизация. Она возникла давно, но до поры до времени мы могли решать задачи оптимизации без специального математического аппарата, просто на основе опыта и здравого смысла. Представим себе, вам нужно добраться из дома на работу. По ходу
выполнении данной операции нам приходится принимать ряд решений. В каком месте перейти дорогу, каким видом транспорта воспользоваться и так далее. Разумеется, что все эти решения мы принимаем без специальных расчетов. Просто опираемся на имеющийся у нас опыт и здравый смысл. Для обоснования действий нам никакая наука, никакая математика не нужна. Да и, надеюсь, в дальнейшем для таких задач не понадобится. Но если взять другой пример, например, нам нужно спроектировать работу городского транспорта. У нас есть, собственно, транспорт, и нам нужно принять ряд решений. Например, какое количество транспортных средств направить по тому или другому маршруту. Как построить данный маршрут. Как изменять частоту движения транспортных средств в зависимости от времени суток. Где разместить остановки и так далее. Здесь уже нельзя полагаться только на опыт и здравый смысл. Нужно как-то попытаться эту задачу формализовать и получить ее решение. Задачи оптимизации возникают везде, в различных прикладных областях. Во многих жизненных ситуациях у нас появляется желание или необходимость организовать свою деятельность наилучшим из возможных способов. Это намерение, облеченное в математическую форму, приобретает вид той или иной оптимизационной задачи, которая в зависимости от конкретной предметной области может быть представлена в виде задач оптимального управления или оптимального размещения, или оптимального раскроя, или составления, например, оптимальной диеты. На данном слайде представлены некоторые из возможных областей применения задач оптимизации. Основной целью, для чего мы здесь собрались и для чего этот курс нужен, является формирование у студентов правильных, ясных и содержательных представлений о теории и приложении решения экстремальных задач в различных предметных областях, будь то технической, физической, ну и часто экономической или социальной. Другими же целями является понимание особенностей теоретических методов оптимизации и их возможностей. Возможности применения на практике выбора метода и применения прикладных пакетов для решения задач оптимизации, а также содержательная интерпретация полученных результатов. Задачами изучения дисциплины метода оптимизации является освоение алгоритмов и методов нахождения оптимальных решений, а также применение вычислительной техники и пакетов прикладных программ для решения различных задач оптимизации. На данном слайде представлена общая постановка задач оптимизации. Она содержит целевую функцию f от x, первое уравнение, и ограничение 2, 3. Нам нужно найти такой вектор x из допустимого множества s, при котором целевая функция принимает наибольшее или наименьшее значение. Природа множества s может быть различной. Множество s может быть подмножеством или совпадать с множеством действительных, целых, улевых и других каких-то множеств. В зависимости от вида целевой функции, наличия или отсутствия ограничений, природы допустимого множества, можно классифицировать задачи оптимизации. Так, например, в зависимости от природы допустимого множества, наша общая задача оптимизации, которая была представлена на предыдущем слайде, может быть задачей дискретной или комбинаторной оптимизации, задачей целочисленной оптимизации или задачей непрерывной оптимизации. В зависимости от наличия или отсутствия ограничений тоже можно привести какую-то классификацию. Если допустимое множество S совпадает с данным пространством и отсутствуют ограничения, то мы имеем дело с задачей безусловной оптимизации. Если у нас допустимая область является подмножеством,
какого-то пространства и существуют какие-то условия ограничения, то мы говорим, что наша задача — это задача условной оптимизации. В случае различных свойств целевой функции также можно привести некоторую классификацию. У нас получается задача непрерывного математического программирования в случае, если целевая функция и ограничение непрерывны и нелинейны, а допустимое множество является связанным и компактным подмножеством множества действительных чисел. Если у нас целевая функция нелинейна и ограничения также нелинейны, а допустимое множество s является дискретным, такую задачу называют дискретным математическим программированием. В зависимости от вида ограничений целевой функции и вида допустимого множества можно выделить следующие задачи. Задачу оптимизации называют нелинейным целочисленным программированием в случае, если целевая функция и ограничения нелинейные, допустимое множество является подмножеством целых чисел. Задачу оптимизации называют задачей непрерывной нелинейной оптимизации без ограничений в случае, если целевая функция произвольная, непрерывная и нелинейная. Отсутствуют ограничения, а допустимое множество совпадает со всем пространством действительных чисел. Задачу оптимизации называют задачей целочисленной нелинейной оптимизации без ограничений в случае, если целевая функция произвольная, нелинейная, также отсутствуют ограничения, а допустимое множество совпадает со множеством целых чисел. Задачу оптимизации называют выпуклым программированием, если целевая функция и ограничения некоторые произвольные выпуклые функции, множество s выпуклое множество из множества действительных чисел. И, наверное, самая популярная задача, которой мы посвятим очень много времени в ходе нашего курса, это задача линейного программирования. Задача называется задача линейного программирования, если целевая функция и ограничения линейные, а допустимое множество удовлетворяет системе линейных неравенств. Далее мы приведем примеры некоторых классов задач. Первый пример – это пример задачи безусловной оптимизации. В качестве примера задачи безусловной оптимизации можно привести пример поиска минимум функции Розенброка. Функция Розенброка – это невыпуклая функция, которая часто используется для оценки производительности алгоритмов оптимизации. Данная функция была предложена Ховардом Розенброком в 1960 году. Считается, что поиск глобального минимума для данной функции является нетривиальной задачей. Примером же задачи условной оптимизации является задача линейного программирования, которая заключается в поиске максимума или минимума линейной функции при линейных ограничениях. Ну и кроме основных задач, здесь еще показаны решения данных задач. Дальше приведем примеры целочисленной оптимизации, ну и частный ее случай задачи булевой оптимизации. В качестве примера задачи целочисленной оптимизации и булевой оптимизации можно привести классическую задачу о рюкзаке. На слайде представлена формулировка задачи и ее математическая постановка. Ну, задача о рюкзаке — это классические задачи, к которым сводят задачи о диете, задача о портфеле и так далее. То есть, которая заключается в выборе каких-то объектов, которые максимизируют какую-то целевую функцию, какую-то полезность, при том, что у нас ограничен какой-то объем. То есть, либо там, если о диете, то какие-то калории. Если вот, как в данном случае, задача о рюкзаке путешественника, то мы берем какие-то предметы, которые помещаются в рюкзак и так далее. Интерпретаций качественных очень много. В качестве задачи целочисленной оптимизации у нас каждый предмет имеется в неограниченном количестве.
А в задаче булевой оптимизации в распоряжении путешественника имеется n предметов, и каждый предмет мы либо берем, либо не берем. Стоит отметить, что представленные на слайде задачи являются частными случаями задач целочисленной и булевой оптимизации. Частными, потому что у нас целевая функция ограничений линейная. Поэтому данные задачи можно отнести к классу задач целочисленного линейного программирования. Дальше поговорим мы с вами о дискретной или комбинаторной оптимизации. Одним из самых известных примеров задач дискретной оптимизации является транспортная задача. В классическом представлении транспортная задача — это задача об оптимальном плане перевозок однородного продукта из однородных пунктов назначения в однородные пункты потребления. Под названием транспортной задачи обычно определяется широкий круг задач с единой математической моделью. Эти задачи относятся к задачам целочисленного линейного программирования и могут решаться аналогичными методами, как и задачи целочисленного линейного программирования или даже линейного программирования. Однако есть специальные методы для решения именно транспортных задач, которые позволяют существенно упростить поиск решения. Установка задачи заключается в том, что у нас имеется какие-то пункты отправления некоторого однородного груза и пункты его назначения. Для каждого пункта отправления известны запасы груза, а для каждого пункта назначения известны потребности в грузе. Заданы тарифы на перевозку единицы продукта от каждого пункта назначения к каждому пункту, от каждого пункта отправления к каждому пункту назначения. В формулировке задачи предполагается, что суммарное количество грузов в пунктах отправления равно суммарной потребности. Если это не выполнено, то в принципе можно это искусственно получить. Задача заключается в том, что нам требуется составить план перевозок, позволяющий полностью вывести какие-то продукты из пунктов назначения и полностью обеспечить потребности всех полностью вывести продукты из пунктов отправления в пункты назначения. При том, что этот план перевозок должен обеспечивать минимальные затраты на перевозку. Как же формализовать задачу? Потому что, в принципе, вот мы поговорили с вами о некоторых задачах, где уже есть какая-то постановка. К сожалению, при решении задач часто получится, что у нас есть какая-то текстовая задача, и нужно для нее придумать какую-то формализацию математическую, а потом еще придется решать. Вот, собственно, сейчас мы с вами обсудим основные этапы, как нужно формализовать задачу. Первым делом и самым важным этапом формализации является определение критерия оптимальности. То есть нам нужно выбрать целевую функцию, которая описывает качество нашего процесса. Это может быть доход, затраты, прибыль, максимизация выпуска, минимизация затрат на единицу изделия и так далее, и так далее, и так далее. Важным он является потому, что если мы с вами неправильно выберем целевую функцию, то дальше можно ничего не делать. Все равно все, что мы получим, будет не то, и решение задачи не будет совпадать с ожидаемыми результатами. Вторым этапом это является определение вида допустимого множества решений. Определить вид допустимого множества решений можно из качественной интерпретации вашей задачи. То есть мы можем понять, какими свойствами должно обладать допустимое решение задачи и какие могут являться ограничения. Например, если задача заключается в поиске каких-либо изделий, то есть выпуск каких-либо изделий, то допустимое решение должно быть целочисленным или как минимум не отрицательным. Часто возникают какие-то ограничения, которые касаются того, что, вообще-то говоря, у нас все ограничено. Может быть ограничено время, количество станков, количество ресурсов и так далее. Из этих ограничений, собственно, и возникают ограничения в оптимизационной задаче. Третьим этапом это является анализ нашей задачи и подбор алгоритма для ее решения.
По результатам первых двух этапов у нас получается какая-то оптимизационная задача. Дальше мы должны понять, а какими свойствами она обладает. И к какому классу данная задача относится. После того, как мы определили, к какому классу она относится, либо она может вообще ни к какому классу не относиться, потому что вы сами какую-то придумали, дальше нужно понять, а какое решение. Вот. Если получилось, что целевая функция какая-то не сильно удачная или ограничения какие-то неудачные, плохие, ну, подробнее, почему ограничения могут быть плохими или целевая функция может быть плохая, мы с вами будем постоянно сталкиваться в ходе курса, вот, то как бы непонятно, как ее решать. Ну, придется либо разрабатывать свой метод, но это долго. Поэтому что? Поэтому придется, скорее всего, вернуться к первому-второму этапу и попробовать как-то преобразовать целевую функцию и ограничения, чтобы приблизить нашу задачу к задачам, которые можно решить. Исходя из класса задач, мы подбираем алгоритм для ее решения. Как правило, это какой-то итерационный алгоритм. Чаще всего алгоритм это заключается в последовательном улучшении результата. Последовательное улучшение результата – это переход, как правило, от одного допустимого решения к другому, при котором наша целевая функция увеличивается или уменьшается. И алгоритм заканчивает свою работу, когда не может найти новую точку, в которой можно увеличить или уменьшить целевую функцию. Или алгоритм заканчивает свою работу, когда различимость допустимых решений становится несущественной. Ну и последний этап – это реализация алгоритма и проверка его корректности. Если на предыдущем шаге выбранный алгоритм где-то реализован в каком-то пакете или библиотеке, то для решения задачи можно использовать его. Если реализация этого алгоритма отсутствует или по каким-то причинам вы не доверяете реализации, например, если вы следуете по принципу «хочешь сделать хорошо, сделай это сам», то вам необходимо самому реализовывать данный алгоритм. Затем мы решаем свою задачу и анализируем полученное решение. Если алгоритм выдает какое-то странное решение, то приходится искать ошибку. Ошибка может быть в применении алгоритма. Ошибка может быть в передачу алгоритму не тех данных. Либо, если алгоритм мы реализовывали сами, либо что-то там не так написали. Может возникнуть такая ситуация, что по результатам использования алгоритма может быть принято решение об использовании другого алгоритма, или придется снова возвращаться к первому-второму этапу и выбирать новую целевую функцию и новое допустимое множество. Теперь поговорим о решении задач оптимизации. В общем случае при произвольной целевой функции и произвольном допустимом множестве и произвольных ограничениях задача оптимизации не решается. Запомните. Но, к сожалению, в жизни все так плохо. И человечество не зря существовало все эти годы. И все-таки мы разработали какие-то классы задач, изучили какие-то классы задач, которые прекрасно решаются. К таким классам относятся задачи линейного программирования, задачи квадратичного программирования, ну, которые, собственно, включают задачи веб-АПI оптимизации, и задачи наименьший квадрат. В ходе курса мы рассмотрим данные задачи подробнее. Дальше мы с вами поговорим о примерах формализации задач. Ну, на данном слайде пока что представлено множество задач, примеры задач оптимизации. Как видно, данные задачи из разных областей.
Ну, конечно, они детские. Вот первая задача. У нас есть мебельная фабрика. Есть какие-то способы раскроя листов. Нам нужно раскроить листы так, чтобы минимизировать отходы. Нам нужно записать данную текстовую задачу в виде задачи оптимизации. Первым делом нам нужно определить целевую функцию. Так как нам необходимо минимизировать отходы, то задача будет на минимум. Если у нас при первом способе раскроя отходы составляют 12 сантиметров с листа, при втором 16, получаем целевую функцию. Согласно условию задач, получаем, что допустимое множество решений данной задачи — это множество натуральных чисел, и записываем ограничение. Таким образом, что мы получаем? Мы с вами получили, что целевая функция линейная, ограничения линейные, допустимое множество целые числа. Следовательно, мы с вами получили задачу целочисленного линейного программирования. Поэтому при ее решении нужно искать методы, которые позволяют решать задачи целочисленного линейного программирования. Вторая задача. Опять же, классическая задача оптимизации. Завод выпускает изделия. Есть ограничения по расходу сырья. Есть цены. Нам нужно найти план выпуска, чтобы выручка была максимальной. Опять же, задача заключается в том, чтобы формализовать данную задачу в виде задачи оптимизации. Первым делом определяем целевую функцию. Так как нам нужно найти оптимальный план производства, максимизирующий выручку, данная задача на максимум, записываем целевую функцию. Согласно условию получаем, что допустимое множество решений данной задачи — это снова множество натуральных чисел. Записываем ограничения. Смотрим на данную задачу. Видно, что опять же целевая функция данной задачи линейная, ограничения линейные, допустимое множество все целые числа, следовательно полученная задача также является задачей целочисленного линейного программирования. Третий пример. Нам нужно минимизировать затраты, поэтому целевая функция у нас на минимум. С учетом условия записываем ограничения. И что мы получаем? Мы получаем, что целевая функция у нас это некоторая дробно-линейная функция, ограничения линейные, допустимое множество — это множество целых чисел. Следовательно, полученная задача — это задача дробно-линейного целочисленного программирования. В ходе курса мы узнаем, как данную задачу путем замены свести к задаче линейного программирования, ну и собственно решить. В завершении лекции мы поговорим о том, как развивалось математическое программирование. Как уже, собственно, мы выяснили, что одним из наиболее изученных разделов является линейное программирование. Изучение линейного программирования или вопросы линейного программирования возник еще в 19 веке. Сначала Жозеф Фурье, а затем Леонид Канторович и Джордж Дансинг. Уже в 2020 году Дансинг и Канторович работали. Они сформировали задачу линейного программирования и предложили метод ее решения, который очень простой. Это метод направленного перебора смежных решений. Вот.
Так, в середине 20 века произошло разделение разработок научных и теоретических. И такое несоответствие продолжалось вплоть до создания первых ЭВМ в конце 40-х годов. А после создания Данцингом еще Simplex метода были сформулированы и решены тысячи прикладных задач. Одновременно с развитием линейного программирования большое внимание стало уделяться и задачам нелинейного программирования. Это задачи, в которых либо целевая функция, либо ограничение, либо то и другое были нелинейны. Поэтому несколько позже Ричардом Белманом был разработан метод динамического программирования. Этот метод позволял решать задачи для систем, характеристики которых зависят от времени. В это же время существенный вклад в математическое программирование и оптимальное управление внес Пантрягин, разработав раздел вариационного вычисления. Поэтому к тому времени был сформирован раздел прикладной математики под названием «Теория и методы оптимизации». Вернемся к динамическому программированию. Этот термин был впервые предложен в 40-х годах Ричардом Белманом, который применялся для описания нахождения решения, где ответ на одну задачу может быть получен только после решения предыдущей. Конечное название динамическое программирование было утверждено Белманом в 1953 году. Дальше, в 1951 году, была опубликована работа Куна и Такера, в которой были приведены необходимые достаточные условия оптимальности для решения задач нелинейного программирования. Эта работа послужила толчком для последующих исследований в области нелинейной оптимизации и квадратичного программирования. И начиная с 1905 года было опубликовано много работ, посвященных квадратичному программированию. И в ходе этих работ были разработаны градиентные методы для решения задач нелинейного программирования. Позже, в 1967 году, был впервые введен термин геометрическое программирование. Геометрическое программирование – это также раздел математического программирования, который изучает подход к решению нелинейных задач оптимизации специальной структуры. Название данного раздела связано с тем, что одним из основ в теории, связанной с геометрическим программированием, является неравенство между средним геометрическим и средним арифметическим и возможных обобщений. Далее, в 1991 году Юрием Нестеровым и Аркадием Немировским была опубликована работа, в которой они показали фундаментальную роль метода внутренней точки в задачах выпуклой оптимизации, что положило начало систематическому изучению полуопределенного программирования. Подведем итоги сегодняшней лекции. В ходе сегодняшней лекции вы узнали о постановке задач оптимизации, узнали, что в зависимости от вида целевой функции, допустимого множества и ограничений, задачи оптимизации относятся к различным классам. К сожалению, далеко не все классы оптимизационных задач изучены, и не все задачи, принадлежащие этим классам, решаются. Разобрали основные этапы формализации оптимизационных задач и привели несколько простых примеров. Также мы коснулись кратко темы истории развития задач и методов математического программирования. На этом первая лекция закончена. Спасибо за внимание.